Всем привет! Записываю очередной обзор на наш заказ очередной, да. Это контактный сварочный аппарат. То есть это, можно сказать, машина контактной сварки. Вот. Этот заказ у нас в город Реутов. Заказчик у нас Антон. Вот. Заказ был в чем заключался? То есть Антон нам заказал сделать сварочный аппарат с минимальным размером электрода. Вот, то есть два вида электродов он нам заказал, две пары, то есть сменные, да, то есть один электрод будет высотой 30 миллиметров, вот такой вот, а другой здесь 45 вот, миллиметров. То есть вот такие два вида электродов. Один заточен под конус, а другой заточен под углом. Ну вот здесь на видео я показываю, как смыкаются наши клещи. И электроды, заточенные под карандаш, да, под конус, они смыкаются точно в своих острых местах. То есть заточены они, и пятачки у них смыкания где-то миллиметра 2. Вот. Ну, можно будет немного сточить, и будут пятачки смыкаться где-то 3-4 миллиметра. Вот здесь сейчас я демонстрирую другие электроды, которые заточены под углом. Вот. Это для того, чтобы было обваривать минимальные плечики, да, какие-то было поднести и обварить удобненько. Вот здесь минимальный электрод, вылет у него, то есть высота электрода нижнего составляет 30, не более 30 миллиметров. Вот тоже здесь я смотрю, чтобы сходились наши пятачки, медные электроды, чтобы все было четко работало. Вот подскос. Это для того, чтобы можно было обваривать какие-то плечики, да. Там у него заказ был, то есть у него заказ есть то, что нужно работать и обваривать плечики, ну, 5 миллиметров, да, которые выступают вот от трубы. Вот эти плечики 5 миллиметров нужно обварить, чтобы не было никаких вот таких вот выступов от медного, да, хомута крепления вот этого электрода. Вот был сделан вот такой электрод без выступа, да, чтобы можно было вплотную поднести деталь и обварить плечики. Вот такой вот был заказ. Чтобы высота вот именно этого электрода была не более 30 миллиметров. Для того, чтобы можно было засунуть сюда какую-то, да, трубу, вот, и обварить внутри все это дело. Не мешало, чтобы ничего. У нас есть, грубо говоря, глушители, которые мы делаем. В них вот здесь, на некоторых моделях, есть камеры. Это диаметр средний из нашей модели. Есть еще 76, он еще больше. Вот. Внутри этой конструкции, в середине вот этого глушителя, стоит условно такой блок. И нам нужно нижним электродом подлезть под углом, то есть чтобы оно регулировалось вот так вот, и чтобы оно по вылету было достаточным для того, чтобы подлезть и прихватиться вот здесь. И вот эта точка, для примера, она находится вот тут. То есть у нас изначально было крепление, вот как на верхней вылете, да, крепился вот этот электрод таким образом на штангу. Вот. И у нижнего электрода точно так же крепился. И мы сделали его, пропустили внутрь вылета этот кабель, да, и сделали крепление вот в таком плане. Так, вылет здесь у нас составляет 45 сантиметров. Вот. Для того, чтобы можно было что-то такое туда засунуть, да, длинную трубу, и обварить внутри. Вот. Два комплекта электродов. Один вот такой вот у нас комплект заточен под конус. Здесь у нас хомут обычный, да, медный, крепление электрода. Вот, а уже другой, вот нижний электрод, он у него
идет заподлицо край острого электрода, что можно было поднести и обварить плечики, вот, чтобы ничего не мешало. Вот верхний электрод крепится обычно, а нижний уже он очень маленький, коротенький, вот, чтобы ничего не мешало, можно было обварить удобно все. Вот такой вот у нас поступил заказ. Так вот сделан вылет, кабель пропущен внутрь этого вылета и входит сам аппарат. Вот. Мощность аппарата 2800 ампер. Вот, рассчитан он на сварку листового металла 2,5-2,5 мм, 2,5 плюс 2,5 и кругляк до 6 мм проволока. Вот. Также у нас, как у всех у наших аппаратов, внутренняя начинка та же самая. Стоит защита от перегрева на трансформаторе. Стоит принудительное охлаждение, которое вот выдувает вот эти вентиляционные отверстия, да, теплый воздух. Вот. Обдувает наш трансформатор, обдувает наш контроллер. На контроллере стоит радиатор алюминиевый. Вот, и для того, чтобы не перегревался, он тоже обдувается. Так, сейчас включим, проверим, как это дело работает. Аппарат у нас управляется ногой, то есть нажимая ногой, дожимая до пола, там срабатывает микрик. Вот его слышно. Вот, и видим, что нажимаем ногой, и наши клещи смыкаются. Вот, и происходит сварка. То есть у вас руки свободны, да? Не нужно ничего нигде как бы держать руками, можно заготовку свободно, да, и одной ногой нажимать на педали и управлять сваркой. То есть это очень удобно. Вот где-то в каком-то на YouTube канале я видел, делают сварочные аппараты, у них педаль, она подключена тросиком к аппарату, вот, без станины, то есть аппарат стоит где-то на верстаке, тросиком подведена педаль, и две педали, одна тросик, то есть тянет вот эту верхнюю штангу, да, тягу, вылет, вот, а вторая педаль, она нажимает кнопочкой, чтобы срабатывала сварка. То есть это очень неудобно, двумя ногами нужно нажимать и педаль, чтобы сжимался вот эти вот электроды, да, сжимались, а вторая педаль нужно еще нажимать, чтобы сварка происходила. То есть это работа только сидя, потому что двумя ногами одновременно, ну, не устоять просто на месте, вот, для работы. А сидя, как бы не понажимаешь нормально на педаль, вот, чтобы был нормальное сжатие. Вот, то есть это очень неудобно сидя работать постоянно. Я думаю, это очень неудобно двумя ногами работать. Вот, лучше всего стоя, то есть подошел, двумя руками держишь, да, что-то, одной ногой нажал, все, бац-бац, приварилось. Это вот очень удобно. Так, сейчас мы его включим тогда и проверим, как он работает. Поставим камеру на штатив и включим, проверим на пластинах. Пластины у нас оцинкованные, каналовские, вот такие вот. Они по 1 миллиметру толщина у них. Вот, и попробуем на них поприваривать. Вот, у заказчика много работы, 1 миллиметр плюс 0,5. Вот, ну, то есть мы сейчас проверим. Этот аппарат, он, то есть для него эта работа 1 плюс 0,5 это самый оптимальный вариант. То есть он варит до 2,5 миллиметров, да, 2,5 плюс 2,5 листовой металл. Но это на большой выдержке, там 3-4 секунды нужно держать. Вот, а здесь уже можно будет поставить даже меньше полсекунды. Даже посмотрим сколько. Периодов, наверное, 15. Вот. Каждый период это 0,20 миллисекунд, по-моему. Вот. Ну там сейчас включим, проверим все. Так, да, что у нас входит в комплект еще? У нас эта кнопочка идет дополнительная, да, педалька. Кому-то, может быть, она и пригождается. Вот, ну, некоторые просят, я всегда переложу в комплект, чтобы было.
так как у нас аппарат снимается со станины, да, и можно работать этим аппаратом с рук, как ручной контактной сваркой, да, клещами ручными. Вот. Этот аппарат у нас, машина контактной сварки, она универсальная, то есть клещи снимаются и можно работать с рук. Вот. Для этого, в принципе, вот и предназначен. Да, может быть, кто-то там пальцем неудобно будет нажимать на самом корпусе кнопочку, да, сварки. Вот, потому что, может быть, в таких местах неудобных держать сварочный аппарат. Кто-то, например, нажимает на кнопочку, да, подключили в разъем педаль. Либо сам нажимаешь, положил на пол и ногой нажимаешь. Вот, то есть для удобства. Так, в комплекте также идут у нас автоматы, да, то есть коробочка такая для подключения его. Вот, вешаете на стену коробочку, к автоматам подключаете сам аппарат. Вот, так как аппарат у нас мощный, у него потребление 45 ампер, это 10 киловатт примерно. Вот, и обычная розетка, в обычной розетке, вот, например, в квартире у нас, здесь 2,5 квадрата подключена проводка, да, а сварочному аппарату этому нужно не менее 4 квадратов провод. Вот, имейте в виду, по стене где-то, да, где он будет стоять, подводите 4 квадрата, вот, провод, вот, не менее 4 квадратов, и подключайте. Можно, да, использовать от розетки, да, от сетевой, да, обычный 16-амперный, где у нас 2,5 квадрата подключено. Можно использовать, да, я вот проверяю тоже этот аппарат, но долго на нем работать нежелательно. Вот, если будете работать долго где-то в цеху своем, да, подключайте 4 квадрата, чтобы сечение было не заужено. Вот, меньше будут нагреваться провода и будет все работать, ну, то есть адекватно, все нормально будет работать с таким течением провода. То есть не будет занижения мощности у него, у аппарата, из-за того, что занижено сечение. Вот, подключайте, у нас такой в комплекте тоже есть. Вот, идет. Также здесь клемма заземления внутри лежит. Вот, также здесь у нас виточка наша. Вот здесь крепление к полу. Вот анкера и шурупы, да. Если деревянный пол, шурупами, если бетонный, то анкерами на 8. Здесь заглушечки есть для педали. Педали дырочки имеются, да, отверстия. Вот в эти отверстия, вот эти заглушечки вставляются. Когда на месте уже прикрепите все, поставите. Так, стяжки кабельные, они для того, чтобы уже не мотался вот этот вот провод от педали, вы его сюда вот по профильной трубе прикрепите этими стяжками, чтобы было все красиво, аккуратненько, да. Вот. Так, это крепеж. Так. Также идет у нас в комплекте очки защитные от искр и перчатки прорезиненные, двухслойные. Ну и подарочек небольшой. Будете работать и попробуйте. Так, по поводу, как снимается он со станины, с 4 саморезов он крепится, то есть по бокам, да, 2 самореза с этой стороны и 2 самореза с той стороны. Откручиваете и снимаете вот эту тягу, да, откручиваете винт, вынимаете вот эту тягу сюда, вытаскиваете, и она снимается сверху. То есть вверх поднимаете, она снимается. Есть такая вот ручка, специально для удобства работы с рук. Так, аппарат, он у нас вот таким образом рукой нажимаете, да, и клещи срабатывают. Вот. Так, ну что, сейчас поставим на штатив камеру и попробуем включим, проверим, как все это дело работает. Так, поставили камеру на штатив, сейчас мы его подключим, так, включим, вернее, сеть и попробуем им поварить. То есть включили мы аппарат, у него уже здесь загорелся, то есть включился контроллер. Вот, показывает, то здесь ток показывает от 20 до 99 процентов, да, это ток, мощность убавлять можно. И время от одного периода до 99 периодов. То есть 50 периодов это 1 секунда. Вот, убавляете, 50 периодов это 1 секунда. 25 периодов это полсекунды. Вот так вот считать. Так, также здесь у нас включился
термометр, он показывает температуру, на датчик выведен на трансформатор, на первичную обмотку, и один датчик выведен на контроллер, да, на семистр. На радиаторе, на алюминиум стоит тоже еще один датчик. Вот, показывает трансформатор и контроллер температуру. Показывает еще здесь это вольтаж блока питания, который питает наше охлаждение, кулеры, да. Можно не смотреть на это вольтаж, 12 вольт, это не нужно. Вот. Нам важно, что смотреть, чтобы не превышала 70 градусов температура вот, и трансформатора, и контроллера. Вот. Как только увидите, что поднимается к 60 градусам, пускай лучше остынет. А лучше не доводить до этого, да, до такой температуры. Поварили на сварочном аппарате, да, минут 5 минут отдых. Либо 3 минуты поработали, 7 минут отдых. То есть 10 минут цикл у него, у этого аппарата. То есть в эти 10 минут выходит 3 минуты работы, 7 минут отдых. 3 минуты работы, 7 минут отдых. Вот. Если тоненький металл варите, например, 0,5 плюс 0,5, да, или 0,5 к 1, то можно 5 минут работы, 5 минут отдых. То есть смотрите по обстоятельствам. По поводу охлаждения этих вот электродов, здесь вот обдувается, да, выходит воздух, вот обдувается и сам кабель, да, вот этот подходит, который к электродам, и электроды немного обдуваются. Вот, если сильно перегреваются, можно, например, охлаждать водой. Вот сюда можно баночку такую высокую и водой макать. А этот нижний электрод можно над ведерком поливать тоже стаканом с водой. Но это если сильно перегреваются они. Вот, можно так вот будет охлаждать их. Вот, если перегреваются, да, а работать дальше еще нужно, вы не доводите до, как говорится, синего цвета, пока они синим цветом не станут, да, цвет поменяют, медь. Лучше охлаждать. Так, по поводу включения, вот это автомат, первое положение, это варит контроллер. Второе положение, это нажимаете на кнопочку, и сколько держите пальцем, столько он и варит, да. То есть это ручная выдержка. Нужно вам 5 секунд варить или что-то такое прогреть, да, металл до красна. Вот, держите там 5-10 секунд, чтобы там болт закисший, да, заржавевший, нужно открутить. Вот, держите 10 секунд, он разогревается до красна и откручиваете. Это вот ручная выдержка. Вот. Первое положение — это автомат, варит контроллер. Выставленные положения. То есть, если на ручном, то контроллер не работает. Он на ручном режиме только на максимум работает. Вот, на максимальном. Это имейте в виду. Ни время, ни мощность не регулируется, когда на ручном. Так, что у нас сзади? Все как и у наших других аппаратов. То же самое: кулеры охлаждения, автомат включения, разъем педаль. Вот, и 220 подключение, шнур 2 метра длиной. Да, у нас еще сам аппарат на колесиках. То есть сзади у него установлены опоры выкатные, да. Можно вот взять за нижнюю вылет и куда-то перевести его, да, вот таким образом. Вот. Спереди стоят регулируемые опоры. То есть можно отрегулировать по уровню, чтобы стоял, не болтался. Вот, если вам не понравится, да, такой способ установки, можно закрепить намертво к полу, если не собираетесь никуда ее вот, ну, по цеху возить, да. Вот, можете прикрепить ее к полу, к бетонному или к деревянному. Весь крепеж тоже в комплекте есть. Так, что у нас? Сейчас мы его попробуем поварить. Так, возьмем пластины наши. Пластины по 1 миллиметру, кнауфские. Такие вот, да. Буду держать их пассатижами, иначе горячий будет. Вот. Да, еще забыл сказать то, что штанга верхняя, да, тяга, она регулируемая. Там есть внизу талреп, и можно будет подрегулировать. Но это вы поймете по смыслу. Для того, чтобы именно вот эти медные электроды нормальное было сжатие, да. Вот. Если, например, какие-то толстые, например, металл, нужно подкрутить, чтобы раздвинуть их, да, побольше.
Вот. Если тонкий металл, вот тоже подкрутили, чтобы они смыкались. Вот. И был натяжка. Вот. Чтобы сдавливание было нормальное. И там для этих целей есть талреб для регулировки. Вот. Так, сейчас мы поставим сразу же, ну, оставим, наверное, 99%. Время убавим на 15 периодов, поставим, наверное. 15 периодов. Вот. Так, температура показывает 27 градусов. Это и трансформатор-контроллер. Так, варим варим на контроллере, на авто переключаем. Все, нажимаем, и не нужно нам самим ждать время какое-то, то есть контроллер сам по выставленному времени будет варить. Вот произошла сварка, точка вообще отличная, можно даже и мощность подубавлять. Вот такая точка выходит, есть даже небольшой кратер, выплеснулся металл. Вот, то есть мощность тоже можно даже подубавлять. Вот сейчас мы проведем серию сварочных точек, то есть сделаем точек 20-30, наверное, да? И посмотрим, как их сваривает. 2, 3, 4, 5, 6. Выплеснулся у нас металл, потому что сразу поднял, разъединил электроды, и металл расплавленный выплеснулся вот из этой вот разогретой ванны. Сразу не нужно никогда отпускать, нужно подождать несколько доль секунд, чтобы под пятачками медными остыл металл. Ну, для того, чтобы не было вот выплескивания расплавленного металла. И близко к отверстиям тоже получается сварка, и из этих отверстий вытекает металл расплавленный. Вот, поэтому очень много искр выходит. Так как металл перфорированный с отверстиями, другого у меня не имеется. Вот что нашел, буду этим и пробовать. Ох, опять так. Вот, то есть мы нажали, он сам отключается, по времени отработал. Вот, то есть он все регулируется сам по времени. Да, еще раз хочу заметить, что очки здесь очень нужно. Иногда они искры не летят, но иногда вылетают, летят в разные стороны, и непонятно, в какую сторону полетит искра. Мне приходится глаза прищуривать, забыл очки одеть. Вот таким образом у нас проходит. То есть не спеша. Успеваем мы переставить, чтобы сделать точку. Вот. Не спешим. Близко к отверстию подносишь, и вылетает искра. Так, сейчас мы вот сделаем серию точек, посмотрим на температуру, какая температура достигла на нашем трансформаторе, на нашем контроллере. Посчитаем, сколько сделали мы точек. Так. По времени я не засекал, сколько я работаю. Ну, примерно плюс-минус где-то 3 минуты будет, наверное. Вот, ну, достаточно, больше не буду делать точки. Вот таким вот образом получилось у нас. Ну, отрывать без толку такой провар. Даже его и не оторвешь.
Посчитаем сейчас точки. У нас здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 20, 30, 40 точек мы поставили. Серию из 40 точек. Вот. Так, сейчас мы его... Давайте поближе посмотрим. Поближе посмотрим, да, как по температуре. Что у нас тут по температуре? Показывает 42 градуса. Это трансформатор, первичная обмотка. Вот. И температура контроллера 32 градуса. Ну, в принципе, это нормально. То есть сейчас он видно то, что остывает немного пока, да. Мы что-то там делаем такое, подготовку к другому. Берем другие детали, да. Вот, меняем там что-то там. Вот, и в это время уже он 41 градус. То есть он уже остывает постепенно. Обдувается нашим кулером. Вот 40 градусов. Вот, трансформатор уже остывает. Вот, то есть нужно иметь в виду то, что аппарату нужно тоже давать отдохнуть, вот, не перегревать. Ну, кабели вот я здесь в этом месте трогаю, тоже где-то градусов 40 примерно, не больше. Вот. Естественно, электроды я трогать не буду, они за это время тоже нагрелись. Вот, ну, градусов, наверное, под 70 будет они, 60-70 будут. Вот, ну, кабель нормально. Кабель я трогаю где-то градусов 40 примерно. Вот. Ну, в принципе, нормально. По работе видно уже 39, да, 31. Вот, то есть температура уже падает. То есть вы поварили, вот, пока что-то там меняете, какие-то, да, заготовки свои, подготавливаете, следующие, немного остывает. Потом опять поварили, опять немного остывает. Вот. По поводу зачистки, да, если будет плохой контакт, да, он привара не будет. Ну, вы поймете. Вот. Можно будет зачистить, то есть зачистить наждачкой. Вот. Берете наждачку так и с обоих сторон, двухстороннюю делаете, ложите, нажимаете на педальку и вот так выдергиваете наждачку, он будет зачищаться и сверху, и снизу пятачки. Вот. Ну, тем самым, да, они понемногу будут стираться, вот, но достаточно одного раза провести, и пятачки будут зачищены. Вот. Медь будет, конечно, стираться, изнашиваться, вот, ну, насколько хватит, я не могу сказать, ну, в принципе, его можно, то есть, этот кругляк менять. Вот. Закупаете, если у вас огромное количество работы, покупайте этот кругляк, ссылочку я тоже оставлю в описании под видео, где его можно будет взять. Это 14 сечением 14 миллиметров медный кругляк. Вот, и купите, там метражами они продают, предприятия. Вот, и нарежете себе этих электродов сколько вам душе угодно и каких нужно по размеру. Вот, и уже будет у вас любое количество электродов, то есть вы не будете зависеть от электродов, да, не надо где-то их искать в магазинах или еще что-то, подбирать специально. Вот, купили пруд кругляка, да, и наделали себе этих электродов и уже не заморачивайтесь. Вот, то есть уже я рукой могу трогать, вот они подостыли. Ну, сколько прошло, минут 3, наверное, 4, вот, и уже я рукой могу трогать. Где-то уже градусов 45, около 50. Вот, нормально, в принципе. Температура здесь тоже падает, 35 и 30. То есть все нормально, да, по состоянию. Вот мы сейчас поварили, 40 точек сделали, ну, в принципе, это нормально. По работе видно, что достаточно, да. По мощности тоже будете смотреть. Такой металл, да, 1+1, может быть, даже и мощность надо будет подубавить. Где-то мощность, может быть, 80 поставить процентов, может 75, но это будете смотреть сами. То есть здесь уже как бы нормальный у него запас мощности, то есть для вашей работы. Вот 1 мм плюс 0,5 это вообще будет нормально. Так, что еще? В принципе, все я рассказал. Также мы делаем и другие наши сварочные аппараты, да, можете посмотреть другие конфигурации наших аппаратов на нашем канале. Вот, переходите на наш канал,
Вот, все ссылочки будут в описании под видео, на нашу группу ВКонтакте, на другие наши каналы, на Яндекс.Дзене, на Телеграме, вот, на Рутюбе. То есть там тоже у нас есть каналы. Вот, переходите, подписывайтесь, там резервные. Если вдруг YouTube заблокирует, вот, у нас будет видео и там тоже. Вот, основная группа ВКонтакте тоже. Все ссылки будут в описании под видео. Вот. Ну, кому понравился данный аппарат, можете записать. Номер телефона будет в видео, я тоже прикреплю. Вот, помимо всех ссылок и контактов в описании под видео, и здесь видео тоже номер я прикреплю. То есть можно заказать этот аппарат, делаем любой сложности, да, обговариваем все с клиентом, с заказчиком, и уже потом по цене договариваемся и делаем изготовление. Где-то примерно занимает неделя, ну, может быть 2 в среднем, по-разному выходит. Вот. Кому понравился аппарат, ставим лайк, кому не понравился, дизлайк. Вот, и подписываемся на наш канал. Да, в конце видео будет здесь у нас ссылочки, вот с левой стороны. Переходите, смотрите на нашем канале другие видео, да, по сварочным аппаратам. Вот, и с правой стороны будет кружок. Здесь можно будет нажать на этот кружок и подписаться на наш канал. Все. Всем спасибо. Всем до свидания. До встречи.